Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Игровые новости последних дней вышли очень горячими. Например, Xbox Series X походу собрался захватить мир своей подпиской. Тем временем всплыли подробности зомби-режимов Black Ops Cold War, а разработчики PUBG Mobile договорились с Metro Exodus провести какой-то ивент. Обо всех актуальных игровых новостях я расскажу вам прямо сейчас. Но перед этим не забудьте поддержать Игроновости лайком и нажать на красную кнопочку «Подписаться». А я хочу начать с подписки, которую Microsoft продолжает развивать. На днях стало известно, что сервис EA Play станет частью Xbox Game Pass Ultimate одновременно со стартом продаж Xbox Series X и Series S. Релиз консоли запланирован уже через месяц, 10 ноября. В этот день подписчики ультимативной версии Game Pass получат доступ к более чем 80 играм EA для Xbox One, Xbox 360 и Xbox, а также различные бонусы вроде 10% скидки на всю продукцию издательства, включая предзаказы и 10-часовые пробные версии новинок вроде FIFA 21. А уже в декабре EA Play появится в Xbox Game Pass и для ПК. Судя по всему, Sony надо оперативно что-то делать, чтобы противостоять такой подписке, иначе есть шанс проиграть войну в новом поколении консолей. А Treyarch, как и было обещано, представила зомби-режим Call of Duty Black Ops Cold War. В новой части разработчики начинают с чистого листа, поэтому мифология всех предыдущих зомби-компаний особо не учитывается. Стоит отметить, что в финале эпопеи ходячих мертвецов Black Ops 4 герои пожертвовали собой для уничтожения мультивселенной в надежде, что после этого появится новый мир, свободный от темных сил. Сейчас же в первой кампании игроки в отряде ЦРУ под названием Реквием отправятся исследовать заброшенные бункеры времен Второй мировой войны, где встретятся со сверхъестественными существами. Параллельно этому советский отряд Омега также изучает аномальные события, которые все чаще происходят по всему миру. По сути, геймплей изменится немного. Это все еще будет противостояние волнам ходячих мертвецов, во время которого предстоит изучать локации, находить секреты и разгадывать загадки. Поклонники жанра будут приятно удивлены тому, что вся поддержка режима после выхода игры будет бесплатной. Прогресс в зомби также будет отражаться на актуальном боевом пропуске. А в режим добавят поддержку кроссплея и кросс-прогресса между PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Сам же доступ к зомби откроется уже 13 ноября вместе с выходом игры. Ну а создатели PUBG Mobile договорились о сотрудничестве с разработчиками Metro Exodus, благодаря чему до конца года в мобильной королевской битве пройдет уникальный кроссовер. Пока авторы не готовы поделиться какими-то деталями грядущего события, но стоит ожидать уже знакомых монстров по игре Metro, вместе с другими отличительными чертами вроде радиоактивных туннелей и предметов экипировки. Также разработчики Королевской битвы намекают на появление временного режима по мотивам Metro Exodus. Вдобавок наверняка появятся и облики героев Исхода. А вот про Человека-паука прилетела целая гора интересных новостей. Sony показала первые кадры ремастера для PlayStation 5 и тем самым шокировала поклонников полностью новым обликом Питера Паркера. По словам разработчиков, им пришлось сделать это из-за того, что внешность оригинального актера плохо сочеталась с лицевой анимацией актера озвучки и захвата движений Паркера. Новую же внешность герою подарил Бен Джордан. Также в ремастере нас будут ждать отменные отражения благодаря трассировке лучей. Отчетливо можно разглядеть их на этом снимке. А в прошлом выпуске я рассказывал, что обладатели Человека-паука на PS4 не смогут перенести свои сохранения в ремастер для PS5. Но разработчики подтвердили, что владельцы Человека-паука Майлз Моралес, которые начнут играть на PS4, смогут продолжить прохождение на PS5, и сохранения будут полностью совместимы. Но ни слова не было сказано про оригинального Человека-паука. Также стоит отметить, что в режиме обратной совместимости все сохранения с PS4 должны без проблем работать на PlayStation 5. Но вопросы начинают возникать, когда речь заходит об отдельных версиях игр для новой консоли. Тем временем в PlayStation Store стартовал сбор предварительных заказов Человека-паука Майлз Моралес и Sackboy: A Big Adventure. Правда, пока приобрести можно только версии для PS4, но это не страшно, ведь их владельцы одновременно получат и версии для новой консоли Sony. За Человека-паука придется выложить 4299 рублей, а тряпочный человечек обойдется в 4999 рублей. Более того, за расширенное издание Sackboy просят целых 6199 рублей. В его состав входят цифровые версии артбука и саундтрека, а также по 4 дополнительных костюма и жеста для героя. В качестве бонуса также выдадут 20 аватарок. В общем, вот оно и подъехало, официальное подорожание игр. Как по мне, это очень большие цены для рынка стран СНГ. А как думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Тем временем разработчики из студии Rockstar выпустили свежий патч для боевика Red Dead Redemption 2.
Обновление исправило проблемы со стабильностью, и ПК-версия теперь не должна вылетать при запуске с использованием DirectX 12 на некоторых версиях Windows 7 и 8, или из-за поврежденного файла с назначениями клавиш. А в рамках первого матча финала NBA разработчики из студии CD Projekt Red показали новый рекламный ролик Cyberpunk 2077. В ролике опять снялся актер Киану Ривз, который будет играть одного из персонажей игры. Плюс ко всему в ролике играет песня Билли Айлиш, а сами разработчики также анонсировали специальный выпуск Night City Wire, который пройдет 3 октября в рамках выставки Игромир. Там нам обещают раскрыть несколько секретов и показать кадры Cyberpunk 2077 с русской озвучкой. Сам же Cyberpunk 2077 выйдет уже 19 ноября, однако с его стартом не все так гладко, как хотелось бы. Одна аналитическая компания высчитала, что объем предварительных заказов Cyberpunk 2077 на 31% ниже, чем был у Red Dead Redemption 2 за тот же срок до релиза. По их мнению, предпродажи польской игры слабее ожидаемых, и их превосходят даже предпродажи Black Ops Cold War на 67%. Но стоит отметить, что релиз Cyberpunk 2077 произойдет в сложный период. В мире и так экономический кризис, а тут еще выход и новых консолей. Так что ничего странного, если часть поклонников CD Projekt Red отложила покупку игры до лучших времен. А тем временем разработчики из студии Infinity Ward объявили, что с момента выхода Call of Duty Modern Warfare и королевской битвы Call of Duty Warzone число забаненных за читерство аккаунтов превысило 200 тысяч. Также авторы подтвердили, что новая волна банов прошла на этой неделе, а СМИ сообщили, что 28 сентября в шутерах забанили примерно 20 тысяч читеров. Это случилось после того, как разработчики наконец-то смогли обнаружить пользователей популярного чита. В Infinity Ward отмечают, что продолжают выпускать дополнительные обновления, усиливающие безопасность Modern Warfare и Warzone. Также разработчики в очередной раз напомнили, что придерживаются политики нулевой терпимости к нечестным игрокам. Также на днях Ubisoft показала сюжетный трейлер Assassin's Creed Valhalla, который посвящен завязке истории, а именно знакомству викингов с ассасинами и, конечно же, началу завоевания Англии. Стоит отметить, что очень большое внимание в ролике уделяют Басиму. Это один из членов Ордена Убийц, который так или иначе будет плотно завязан в игровой процесс. На своем же пути Эйвор повстречает многих влиятельных людей, включая саксонских королей, воинственных сыновей Рагнара Лодбрака и Незримых, а также столкнется с таинственной опасностью, угрожающей всей Англии. Valhalla выйдет уже 10 ноября на PS4, Xbox Series, Xbox One и PC, а спустя 9 дней появится еще и на PlayStation 5. А апгрейд до нового поколения консолей в обоих случаях будет бесплатным. Но Blizzard неожиданно объявила, что премьера расширения Shadowlands для World of Warcraft не состоится 27 октября. Основная часть контента уже готова, однако требуется дополнительная полировка и балансировка, а также внесение изменений. Последнее особенно касается эндгейм контента. Разработчики напоминают, что Blizzard всегда была гарантом качества, поэтому лучше отложить премьеру и сразу реализовать потенциал проекта. 13 октября для World of Warcraft выйдет припатч Shadowlands, который ведет кое-какие нововведения и свежий фундамент, в том числе обновленный прогресс персонажа и новые возможности для кастомизации. Официальная же премьера World of Warcraft Shadowlands теперь состоится до конца года. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился выпуск, то не забудьте поставить ему лайк и поддержать рубрику игровых новостей. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч, друзья!